Okay. Yes, that is exactly. Welcome everybody. Да, именно это я и хотел сказать. Всех приветствую снова. And that was exactly what I wanted to do, and namely ask you whether there are some questions on the first presentation, or it might have been a bit complicated. So if you have questions, don't hesitate to ask, please. Пожалуйста, именно это я хотел предложить вам задавать вопросы или какие-то предложения, потому что мне это очень бы помогло. Вы будете помогать. Говорите, пожалуйста, громче. Да, постараюсь. Это даже больше такой не вопрос, это такое переживание почти на телесном уровне. С одной стороны, то, что я слушал, очень даже окей, что мало вопросов возникает. Но параллельно у меня лично возникло такое какое-то ощущение скованности, несвободы, что ли. Такая предзаданность, написанная схема, человек реагирует, а вот тело реагирует, а вот где человек, мне как-то вот я для себя не услышал. Includes the reaction of the person, and the person reacts, and where is the person here? I'm not sure I understand. I don't see. Here's the word predetermined schema of development. By schema, you mean the schema of the interaction, or the Я имею в виду вообще вот такой предзаданность реакции человека, что все уже заложено дорефлексивно и чуть-чуть идет. It's like reflexively everything is already determined. So it goes according to this predetermined models. Yeah, yes, I see. Well, all this what I presented has to do with the pre-reflective level of interaction. That is certainly true. Все, о чем я говорил, это имеет отношение к дорефлексивному уровню взаимодействия. Это правда. And the main goal was to give us an explanation of how this very intuitive understanding of others on a pre-reflective level is possible. Это все объясняет то, каким образом становится возможное понимание другого, интуитивное понимание другого на дорефлексивном уровне. And how it is possible and enabled in particular through the body, through our bodily feelings. Как это возможно, в основном полагаясь на тело, на ощущения в теле. After all, it is quite astonishing how we are really able to understand the emotions of others, because we do not look into their minds. На самом деле это удивительно, насколько мы способны понимать эмоции другого человека, потому что же мы не заглядываем к нему в мысли или в его разум. And as I told you, cognitive psychology even needs concepts such as theory of mind or mind reading or inference to make us explain how we understand each other. Например, когнитивная психология, она прибегает к таким понятиям, как теория разума, чтение мыслей и так далее, для того, чтобы объяснить, как мы составляем впечатление, свою картину о эмоциях другого человека. I think phenomenology of embodiment has a much better approach to these phenomena. Мне кажется, что феноменология тела или телесности, воплощенного тела,
гораздо лучше объясняет и понимает все эти явления. And if we understand a bit better what is happening between two people who encounter each other, I think we can also make use of that in a way where the person comes in. И если нам лучше понимать, что происходит между двумя людьми, которые встречаются, мы можем это использовать до того, рассматривая те моменты, вплоть до того момента, когда наконец появляется человек. The person comes in when we, in psychotherapy, for example, pay attention to our embodied resonance. Человек появляется в нашем восприятии, когда мы в психотерапии, например, обращаемся к своему телесному резонансу. The traditional concept of this reaction of the therapist has been termed countertransference. В традиционных терминах эта реакция терапевта называлась контрпереносом. But an embodied concept would pay much more attention to the subtle bodily feelings that we experience during a psychotherapy session. Но теория воплощенности, она основывается на совсем тонких, незаметных ощущениях в теле, которые мы воспринимаем в течение терапевтической сессии. And training one's attention and awareness of these phenomena may enhance our sense of what is going on between us, between ourselves and the client. Если тренироваться и практиковаться в том, чтобы читать все эти маленькие знаки, можно достичь гораздо лучшего и большего понимания того, что происходит между нами и клиентом. For example, do I feel a slight tension in my chest during what the patient says, or am I suddenly getting anxious, I'm no longer quiet and I have suddenly the feeling of having to raise myself. Например, может быть, я, когда говорит клиент мой что-то, ощущаю такое небольшое напряжение в груди, или у меня возникает такое возбуждение, какая-то тревожность, и мне даже хочется встать сразу же. Or we can pay attention to the slight and subtle reactions of the patient, an avoided gaze, or suddenly lowering his gaze, or suddenly stiffen himself, etc. Или мы можем еще внимательнее относиться к проявлениям клиента, например, что он отводит глаза, или он начинает смотреть вниз, или, например, он застывает в какой-то момент. All this may express important components of the therapeutic. All this may express important information about the therapeutic process. И все это несет в себе очень важную информацию о терапевтическом процессе, который происходит. But then, what is happening is no longer just pre-reflective and automatic. Но затем все, что происходит, на самом деле не дорефлексивно и не автоматически. Because we are now paying attention to it explicitly, we are trying to enhance our awareness of what is going on this pre-reflective level. Поскольку мы специальным образом начинаем обращать внимание на все эти вещи, это перестает быть автоматическим и дорефлексивным, поскольку мы понимаем, что может за этим стоять, и рассматриваем это. And this is certainly no longer something automatic, but it is something which we do as persons, as therapists.
И это, конечно же, происходит не за пределами нашего осознавания. Тут мы как раз выступаем уже как люди, тут появляется человек или терапевт. So I hope this is at least first answer to your question. Becoming aware of what is going on this level means that I have a possibility to modify, to modulate what is going on. Я надеюсь, что это отчасти хотя бы отвечает на ваш вопрос, потому что, обращая внимание на эти вещи, я получаю возможность что-то изменять на этом уровне. Okay, so I hope this will in the end not cause rigidity, but even more freedom in the therapeutic process. Я надеюсь, что это сделает нас не более ограниченными, а в конце концов даст большую свободу в терапевтическом процессе. Yes, please. Я хотела спросить, как эта теория относится к людям аутистического спектра, то есть как это на людей, которые не автоматически вычитывают эмоции друг друга и так далее. I was wondering about how this relates to autistic people, the people who do not automatically respond to non-verbal and bodily. Yeah. Yes, this is a very interesting question. Это очень интересный вопрос. And I think the concept of body resonance may well be applied to understanding autism. И мне кажется, что теория телесного резонанса очень может помочь нам в понимании аутизма. I think you are aware that the dominant cognitive theories of autism also refer to concepts such as theory of mind and mind reading. Вы, наверное, знаете, что доминирующие теории аутизма, они тоже обращаются к этим когнитивным понятиям, чтением разума, теории разума и так далее. So what the autistic children lack in this cognitive concept is having a theory of mind of others. То есть, в соответствии с этими теориями, считается, что аутичные люди не могут читать мысли другого человека, что у них нет теории разума другого человека. But the major symptoms of this social impairment in autism are already present in the first months and first 2 years of life. Но социальные трудности, которые испытывают люди с аутизмом, они проявляются в первые месяцы даже после рождения. So that is long before the usual age of acquiring a theory of mind, an understanding of other minds. Поэтому это гораздо раньше происходит, чем обычный возраст, когда дети начинают понимать разум другого человека, когда читать разум другого человека. And from a phenomenological point of view, what autistic children lack is primarily the musicality for these bodily expressions and bodily reactions of others. А с точки зрения феноменологической, то, чего не хватает детям с аутизмом, заключается в отсутствии у них такого музыкального слуха к проявлениям телесным другого человека. They are not able to resonate with the smile, with the gaze, with the language and voices of her mothers. Они не способны резонировать улыбке, взгляду, голосу, интонациям матери. So the result is that the other, for the autistic child, remains some kind of strange object. В результате получается, что другой для аутистического ребенка это просто еще какой-то странный объект, незнакомый.
an object which he somehow tries to make sense of because he doesn't feel empathy towards this object. И этот ребенок пытается понять, что это такое, потому что это для него совершенно закрытая вещь, он не чувствует эмпатии к этому предмету. So what many autistic children later on develop is a kind of theory, a kind of concept about others' behavior. И позже многие аутистичные дети приобретают такую как бы теорию представления о поведении другого человека. So what does it mean when others make a certain movement like a smile? What does it mean when they start to laugh? What does it mean when they start to cry? All that is something they have to try to make sense of. Они учатся тому, чтобы понимать значение того, что такое, что происходит, когда другой человек растягивает губы вот так, то есть улыбается или смеется. Они учатся просто придавать смысл этим вещам. And the reason for this complicated and indirect approach to others is that they lack the intuitive bodily understanding. И причина, по которой им приходится к этому прибегать, теоретизировать реакции других людей, заключается в том, что у них нет телесного понимания, телесного чтения того, что происходит с другим человеком. So they lack the musicality for the expressions and the dynamics of others' behavior. У них нет музыкального слуха для того, чтобы услышать ритм и динамику музыки другого человека. So one could summarize this phenomenological approach by the following sentence. Можно суммировать такой феноменологический подход к этому в следующем предложении. Autistic children are not mind blind, as the cognitive concept assumes. Аутичные дети не обладают слепотой к разуму. But they are deaf towards the musicality of emotions. Они обладают глухотой к восприятию эмоций. They don't understand the Italian dynamics of crescendo, decrescendo, accelerando, ritardando, sforzato, and so on, which convey emotions. Они не слышат вот этих итальянских вещей, которые называются итальянскими словами, crescendo, diminuendo и так далее. Они просто этого не слышат. Okay, is that a bit clear? Yes, please. Я бы хотела уточнить, как вы прокомментировать теорию зеркальных нейронов? I'm just curious, how would you comment the theory of mirror neurons? Yes. Do I have to explain the mirror neurons, or is it clear to most? И объяснить, в чем заключается эта теория, или всем это известно? I mean to everybody here. Всем, или несколько слов сказать? Yes. Yes. Okay. The mirror neuron theory is, of course, closely related to bodily resonance. Теория зеркальных нейронов очень близка к телесному резонансу. So mirror neurons are neurons in the premotor cortex. Зеркальные нейроны – это нейроны, которые находятся в домоторной коре. Which are activated in both cases when we
perform an action like grasping for a glass of water. И они активизируются, когда мы, с одной стороны, выполняем какое-то действие, например, берем стакан с водой. But also when we observe another person grasp for a cup of water. Но и второе, когда другой человек, когда мы наблюдаем, как другой человек берет стакан воды. So you could say that the mirror neuron system illustrates that in perceiving another person, my own body is already on the verge of moving in a similar way. Они заведуют тем, что когда я смотрю, воспринимаю, как другой человек что-то делает, мои нейроны, они находятся на грани самостоятельного выполнения этого действия. То есть они заведуют тем, что я нахожусь на грани такого же выполнения, такого же действия. So one could say, I understand how it feels to grasp for a glass of water because I already have a same or similar anticipation of feeling in my own body. Можно сказать, что я понимаю, что значит взять стакан воды, потому что у меня уже есть такое ожидание в теле. There are also mirror systems for experiencing similar emotions as we observe in others. И точно такая же, как моторная система, есть система, которая заведует тем, что мы также отражаем, когда происходит что-то в эмоциональной сфере другого человека. For example, if we experience another person with an expression of disgust, we have in our brain similar areas are activated as if we had the disgust ourselves. Например, когда мы смотрим на человека, который выражает отвращение, то в нашем мозгу активизируются те же самые системы, которые отвечают за выражение, за ощущение отвращения. Or if you see another person bite in a lemon, Или когда вы видите, как человек кусает лимон, you get a similar contraction of your jaws, yes. У вас начинает сводить ваши челюсти, точно так же, как Kind as if it were sour feeling. как будто бы вы ощущаете эту кислоту. And if you see another person cut his finger deeply with a knife, then you experience a similar tension as if you cut yourself. Или когда вы видите, как другой человек порезал ножом палец, у вас тоже возникает какое-то напряжение в теле, так вы сжимаетесь, как будто бы вы сами это сделали. So a lot of what I explained in my talk has to do with the mirror neuron system as a neurological basis for this social resonance. Поэтому то, о чем я говорил в своем докладе, очень во многом основано на системе зеркальных нейронов, или это объяснение с неврологической точки зрения механизмов того, о чем я говорил. But two things are important in this context. Но здесь важно две вещи заметить. First, the mirror neuron system is not innate. It develops in the context of sensory motor interactions with others. Первая система зеркальных нейронов не врожденная, она развивается в ходе взаимодействия с другими людьми. So it's a part of the body memory that we keep of our interactions with others. То есть это часть телесной памяти, которую мы сохраняем в себе о наших предыдущих взаимодействиях с другими.
So of course, to see another person bite in a lemon and have a similar feeling is only possible when I've already tasted a lemon before myself. И ощущение кислоты во рту, когда мы смотрим на другого человека, кусающего лимон, возможно только если я когда-то в своей жизни уже пробовал лимон. The second thing that is important is that the term mirror is not very adequate for this. Еще вторая вещь, которую я бы хотела заметить, то, что мне кажется, что термин зеркальный или зеркало здесь не очень адекватно. Because neurons cannot mirror anything, and the behavior of others is not somehow mirrored in myself. Потому что нейроны ничего не отражают, и это не то, что поведение другого человека отражается как-то в моих нейронах. So the term should better, the neurons or the system in the brain should better be termed social resonance system. Поэтому систему нейронов или нервную систему в моем теле лучше называть системой телесного резонанса. So I hope this is a first answer to your question. Когда отвечает? Что эта теория, что это одно и то же теория? So we can say that these are the same theory, in fact. То есть она объясняет? It explains, it's the biological explanation of what's going on. Yeah, there is. It is partly true that mirror neuron system can explain a lot of the phenomena that we experience and that I described. Правильно, отчасти было бы правильно сказать, что теория зеркальных нейронов объясняет то, что я описывал. Частично объясняет то, что я описывал. On the other hand, the bodily resonance of emotions of others is far more complex than the mirror neuron system can explain. С другой стороны, телесный резонанс, о котором мы говорили, гораздо более сложная система, и не все в ней можно объяснить с точки зрения зеркальных нейронов. For example, the anger which I used in explaining this interbodily resonance. Например, гнев, который я приводил в качестве примера, говоря о межтелесном резонансе. The anger is not mirrored or somehow imitated by myself if I experience the anger of another person. Если я переживаю гнев другого человека, он во мне он не отражается или не имитируется. So the anger of the other will rather cause something like a tension or a tendency to withdraw or a certain fright or something. So a rather complementary reaction. Когда я вижу гнев в другом человеке, скорее он вызывает у меня реакцию комплементарную, то есть он у меня вызывает страх, желание убежать, а не такой же гнев. Similarly, the experience of compassion or sympathy is not something that can be explained by mirroring. Или, например, переживание сострадания или сочувствия, которое нельзя объяснить зеркальными нейронами, отражением зеркальным. So this is just to say that the phenomena of bodily resonance are more encompassing, are more complex than can be explained by a simple imitation. Поэтому вот эта теория телесного резонанса, она более широкая и всеохватывающая, чем это можно было бы объяснить такой имитацией за счет зеркальных нейронов. Okay, there was another question, yes? Немножко, наверное, продолжение вопроса об аутизме. To continue with autism. Но, в общем-то, другого рода. Есть ряд заболеваний,
проявляющие в детском возрасте, где-то в возрасте 4-5 лет, когда постепенно отказывает мышечная дистрофия. To go along with autism, but in a little different way. There are other disorders which show up in early age. С какого 4-5 лет начинается. 4 to 5 years, and this is about muscle dystrophy. Прогрессивная мышечная It's дистрофия. progressive И вопрос, Myotrophy. вопрос такой. Я наблюдала в своей практике, и отношения в семье становятся довольно сложными, эмоционально сложными. And I have observed this in my private practice, that the relations in the family around this patient becomes very tense and difficult. И будет два вопроса. Первый, наверное, с потерей возможности реагировать физически своим телом. So my first question is, with losing the capacity of reacting with one's own body, Не приводит ли к тому, что ребенок, который до 4 лет развивался нормально, перестает слышать эту музыку? does it mean that the child who has developed in a regular way until this age, stops to hear this music? И если это так, потому что сам он не может реагировать больше телесно. And because he or she can't react bodily. So, if so, И если такие, скажем так, ограничения наступают и возможность снижается, то можно ли это как-то удерживать каким-то способом извне помощью или восстанавливать? So, with these restrictions, how can we Не телесность, а эмоциональный. maintain the emotional contact or re-establish emotional contact? Are there ways to do that beyond the motor sensory? Yes. The impairment caused by progressive myotrophy is mainly concerns the muscular system, obviously. Нарушения, связанные с прогрессирующей миотрофией, связаны с мышечной системой в основном. But the bodily resonance of emotions is far more extended than only being related to psychomotor expression. Но телесный резонанс – это явление гораздо более широкое, чем просто психомоторные реакции. A lot of feelings of emotions is felt by autonomous nervous system reactions. Очень многие эмоции ощущаются просто благодаря автономной нервной системе. Such as sympathicotonic arousal. Симпатическое атоническое возбуждение. Or change of heartbeat, change of respiration, of breath. Изменение ритма сердца или изменение дыхания. Or visceral reactions, the so-called gut feelings. Или висцеральные какие-то реакции, то, что мы называем животом чувствовать. So all this is already developed in children who acquire this illness, and it will not vanish. Так что дети, у которых развивается это заболевание, они уже имеют развитую систему того, о чем мы говорили, и все это не исчезнет. Or think of the emotional quality of touch, for example, of sensory stimulation. Или подумайте, например, об эмоциональном значении прикосновения,
сенсорной стимуляции, которая происходит во время прикосновений. or the emotional quality of the gaze. Или эмоциональное качество взгляда другого человека. So this is just to say that also in these children there will be a range of possible bodily reactions that still convey emotional reactions and inter-bodily resonance. Так что у этих детей есть еще большой спектр других каких-то модальностей, которые помогают им, которые передают эмоциональный резонанс. But on the other hand, there is no question that the paralysis of important psychomotor systems impairs the expression of one's own emotion. Но совершенно понятно, что какие-то моторные нарушения очень сильно влияют на выражение эмоциональное. That is also the case in Parkinson's disease. То же самое при болезни Паркинсона. Where the patients, because of their freezing of the facial countenance, Там пациенты из-за того, что у них застывшее такое лицо, невыразительное, are less able or unable to share certain feelings with others, to express their feelings. не способны становятся делиться своими чувствами с другими, выражать свои чувства. And this may be quite painful for them, quite tormenting. И для них это может быть очень болезненно, очень мучительно. So this is certainly what you had in mind when you referred to these children. И это нужно помнить, когда мы говорим о вот этих детях. And it's not, there's no question that it is a major impairment, but there are still ways of conveying emotions, nevertheless. Так что нет вопроса, это очень серьезное ограничение, но тем не менее есть возможности эмоционального резонанса, сохраняются какие-то возможности. Скажите, пожалуйста, как складывается эмоциональное и социальное развитие детей, которые в детстве были лишены вот такого родительского эмпатичного общения с родителями? How do you view the development, the emotional development and social development of children who didn't have positive, reflective caretaking? Или лишены были родительской такого родительской эмпатии, или наоборот насилию подвергались, или подавляли их проявления вот эмоциональной и They were not cared enough by the parents, or they didn't have any caretakers, or maybe they were abused, or maybe they had they were not allowed to express their emotionality. Возможно ли реабилитация их и научить их в позднем возрасте? And whether the rehabilitation of these children in later ages is possible, and how to. Well, thank you. There are a lot of different constellations in which such an impairment may arise. Есть много разных ситуаций, в которых может возникнуть такие нарушения. I give just two examples. Дам всего два примера. The first is the example of postpartum depression, postnatal depression. Первый пример – это ситуация, в которой мать страдает от постнатального депрессии, послеродовой депрессии. And in these cases, the mother is more or less unable to convey a resonant emotional
reaction and attunement for the child. В этом случае мать не способна придавать настройку эмоциональную своему ребенку. So the mother behaves more or less like in the still face experiment, which I have shortly presented. И мать ведет себя более или менее так, как это было видно на фотографии с замершим лицом, которую я показывала. So with a rigid face and so on. Неподвижное лицо и так далее. And it is very moving and interesting to see that the children are less able, as a consequence, to develop the bonding to the mother, which is normally required. И на этом примере можно видеть, что у ребенка гораздо хуже развивается связь с матерью, привязанность к матери, которая необходима. And they behave themselves in a bit more restricted and a bit depressed way. И сами дети ведут себя так немножко с ограниченной амплитудой их реакций, и они так немножко, как будто у них депрессия есть. And later on it has been shown that these children are also impaired, not heavily impaired, but even to some, but nevertheless to some extent impaired in their cognitive development, even until school years. И более поздние исследования таких детей показали, что у них проявляются нарушения не очень сильные, но существенные когнитивные нарушения, даже вплоть до возраста, когда они идут в школу. The second example is more severe. Второй пример такой более жесткий, яркий. It concerns the severe deprivation syndrome in children who are kept in orphanages. Это пример детей, которые находятся в детском доме малютки, и это дети, которые переживают очень сильную депривацию. Of which the Romanian orphanages before 1990 have become quite infamous. И это то, чем прославились, в кавычках, дома сирот в Румынии до 1994 года. These children were provided enough nutrition, but nearly no emotional care. Их хорошо кормили там, но эмоциональной заботы и участия в них мало принимали. And as a result, they developed severe hospitalism, depression, and major illnesses, even to the point of sometimes dying. И у них развивался такой госпитализм, очень серьезные депрессии и другие нарушения соматические, вплоть до того, что они часто умирали. Which illustrates how important this bodily resonance is for even the biological growth and maturation of a small child. Это показывает, насколько важен телесный резонанс для роста и развития ребенка. Yeah. I could, of course, also refer to your example of mistreated and abused children. Я могу еще сказать несколько слов по поводу вашего примера, который вы предложили, дети, которые подвергались насилию и за которыми плохо ухаживали. Where the experience of repeated emotional abuse or trauma leaves marks in the body memory of the children. Этот пример заключается в том, что повторное серьезное насилие или травмирование ребенка оставляют в нем глубокие эмоциональные травмы. So they keep a memory of the fright, of the pain,
of the anxiety which they experienced. Они сохраняют память о страхе, о боли и тревоге, которую они переживали. And they transfer this memory into their later relationships where they expect and often experience a similar abuse. И они переносят эту память на реальные свои отношения, где они часто ожидают насилия. Now the question of whether and to what extent this can be changed is difficult to answer. Но вот на вопрос о том, насколько и вообще может ли бы эти травмы быть каким-то образом восполнены и ситуация изменена, на этот вопрос трудно ответить. It will essentially depend on the question whether these children have had at least some positive and warm experiences with relevant others. Это зависит от того, насколько у такого ребенка все-таки были какие-то эпизоды отношений с важным взрослым. Because then these experiences can be used later on in therapy to anchor more positive experiences in these earlier memories. Потому что если в ранних воспоминаниях сохранились какие-то воспоминания о таком благоприятном опыте, то они могут стать основой, на которой потом во время терапии или чего-то еще, какого-то взаимодействия будет строиться другие способы взаимодействия. So if there are such anchors in early life, then later positive and warm and mutual relationships can strengthen the primary positive experiences. Потому что если такие ситуации в раннем детстве все-таки были воспоминания, на которые можно потом, на которых можно строить благополучные или благоприятные отношения, то это становится их основой. And in this way, the traumatic memories may not be abolished. They cannot vanish, but they may acquire increasingly they may acquire less and less importance, so to speak. Конечно, травматические воспоминания они никуда не исчезнут, но они будут существовать на фоне большого количества положительных воспоминаний. Может быть, реплика, потому что Small comments, maybe. Клинические психологи иногда говорят, особенно это касается детей, что если дети не воспринимают, например, сексуальное насилие как действительно насилие, в частности, в каких-то ситуациях, то если им потом не рассказывают, как это плохо, не факт, что это влияет на какие-то, является травматическим опытом. Это такой очень... Some clinical psychologists say that if the early clinical psychologists say that if the child was sexually abused but kind of didn't reflect on it as an abuse. In the case when this child was not later told that it was abuse and it was traumatic, somehow, sometimes these memories are not becoming traumatic. Как мастурбация у детей 3-4 лет в домах, в детских домах. Это совершенно специфический какой-то феномен самоуспокаивания. Like, for example, the masturbation of the children in orphanages when they're 3 to 4. They don't regard it as something traumatic. It's like the way of self-reassuring and calming. If they masturbate themselves. Если они сами себя мастурбируют.
Но вопрос просто и как-то связанный с детьми-аутиками, то есть раз дети говорят, вот можно ли расценивать, что тикозные расстройства, тики, логоневроз, заикание, это ведь специфический такой, как вы говорили, overarching system, то есть сверхсимптом к резонансу, вот такого как специфический, патологический, как гиперсимптом резонанса. Галина, я не поняла, честно говоря. Oh, maybe. Can we talk about that tics and logoneurosis as some logoneurosis? Stammering. Okay. Yeah? This is muscle reaction, but this is a reaction above anxiety in relation with parents or some adult people. And can we say that this symptom is as overarching system about your example, as hyper symptoms or something else, as people, as child not can have a possibility to develop normal emotional resonance and something, some way, pathological ways, pathway to hyper symptoms. Can we say about it or not? Well, perhaps I'm here a bit cautious not to go beyond my expertise. I think that tics and stuttering and stammering are special, in part at least neurological. Я бы не хотела сейчас превышать свою зону компетентности, но просто я знаю, что некоторые считают, что тики и заикание – это неврологическое состояние. Which have certainly strong interpersonal effects, yes. Которые, конечно же, имеют очень сильный межличностный, несут очень сильный межличностный эффект. Can be worsened through additional experiences of shame and stigmatization. И, конечно, могут быть усилены опытом, когда их стыдят, или стыда, или стигматизации. But which cannot be completely explained by interpersonal Но эти вещи не могут полностью объясняться межличностными процессами. So I would be a bit cautious, a bit hesitant to explain all these with my model. Поэтому я бы сейчас не рискнул объяснять все это с помощью моей модели. Regarding the question of sexual abuse, Что же касается вопроса по поводу сексуального насилия, I would also be a bit cautious. Я бы тоже тут постарался быть достаточно аккуратным. On the one hand, not every sexual abuse may be regarded as similar, as equally severe. Ну, во-первых, не каждый случай сексуального насилия имеет одну и ту же степень глубины и тяжести. And in some cases, later the victims may later on live quite more or less normally with their experiences. И в некоторых случаях жертвы насилия могут быть, достаточно нормально жить с этим опытом. On the other hand, I wouldn't underestimate the psychological impact of the strangeness of experience. Но я бы, с другой стороны, не стал недооценивать психологический эффект странности этого опыта для человека. So even if the children do not exactly experience that as overpowering or as painful or as aggressive. И даже если дети не рассматривают этот опыт как нечто непереносимое, очень агрессивное и очень болезненное, they may nevertheless experience a sense of strangeness, of
oddity of what is going on, and they may feel ashamed nevertheless. Они все равно воспринимают происходящее как что-то очень странное, необычное, и чаще всего испытывают стыд по этому поводу. And this may have long-lasting impact, even though they are not traumatized in the sense of the word. И это может иметь очень длительный эффект, даже если не считать, что они травматизированы вот в прямом смысле этого слова. Okay, this leads us to our topic of shame. Кстати говоря, хорошая прелюдия к нашей теме, которая состоит в том, что это стыд, социальная тревога и тело. Which would be the next lecture, although I'm afraid we won't be able to finish that. How long do we have actually? 19:30, half an hour still? Yes. Okay, at least we start with it. Ну, я не уверена, что мы сможем все до конца сделать, но начнем. So I would like to start with quite a straightforward definition of social phobia according to the Diagnostic and Statistic Manual, the DSM-4. Я начну просто приведя определение социальных фобий, как это в DSM-4 сделано. So it is defined as a persistent fear of one or more social or performance situations in which the person is exposed to unfamiliar people or to possible scrutiny by others. The individual fears that he or she will act in a way that will be embarrassing and humiliating. Это постоянный страх одной или более социальных ситуаций или действий, в которых человек оказывается на виду у незнакомых людей или в центре пристального внимания других. Он испытывает страх, что его или ее действия, симптомы тревоги, поставят его в неловкое или унизительное положение. Exposure to the feared situation almost invariably provokes anxiety, also a panic attack. Возможность оказаться вызывающей страх ситуации практически всегда провоцирует тревогу, которая может принимать форму панической атаки. And the avoidance, anticipation or distress in the feared situations interferes significantly with the person's normal routine. Избегание, тревожное предвкушение или расстройство, вызывающие страх социальной ситуации или во время вызывающих страх действий, становится значительной помехой в быту. So this description seems adequate at first sight, but a closer look reveals that one notion is missing here, which is fundamental, and that is the notion of shame. Казалось бы, очень правильное определение, но на первый взгляд, но если повнимательнее в нем разобраться, то мы начинаем видеть, что в нем не хватает фундаментального, чего-то фундаментального, что позволяет нам понять это расстройство, а именно понятие стыда. So social phobia overlaps to a large extent with shame, and common features. Социальные фобии, они совпадают в большой степени с переживанием и понятием стыда. And common or shared features are the fear of negative evaluation or embarrassment, the tendency to avoid social situations, and physiological symptoms such as palpitations, nausea, trembling, or blushing. И вот эти общие черты состоят в страхе негативной оценки или неловкости, тенденции избегать социальной ситуации, психологические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, тошнота, дрожание, покраснение.
So, social phobia is basically shame anxiety. So, the fear of experiencing shame, exposure and degradation before others. Таким образом, социальная фобия на самом деле это тревога, связанная со стыдом, страхом испытания, стыда, страхом того, что человек окажется перед другими и будет ими унижен. And shame, for its part, is inherently connected to the gaze of the other, as it has been famously analyzed by Jean-Paul Sartre. И страх и стыд, в свою очередь, неразрывно связан с понятием взгляда другого человека, о чем говорит, как всем известно, Сартр. And moreover, if we listen to the patients, then they will typically tell us that what they fear most of all is to make a fool of themselves. И если внимательно слушать наших пациентов, то чаще всего они будут говорить о том, что они, чего они боятся больше всего и чего они и что они предвкушают, это то, что они выставят себя дураком. And that means not only to be painfully embarrassed, but also to be ridiculed, to be mocked, to be laughed at. И это означает, что они боятся не только болезненной, быть смущенными болезненно, но они боятся, что над ними будут смеяться, издеваться и насмехаться. So, social anxiety is connected to shame and laughter. Таким образом, получается, что социальная тревога связана с стыдом и смехом. And this connection is what I will investigate now a bit more closely. И именно эту связь я сейчас буду более подробно анализировать. Taking as my starting point the phenomenology of the lived body and the corporeal body. И за основу я возьму феноменологическое представление о проживаемом или живом теле и материальном теле. And its connection to the gaze of the other. И связь этих понятий с взглядом другого человека. Then I will look at the phenomenology of shame and ridiculousness. Затем я рассмотрю феноменологию стыда и феноменологию выглядит нелепо. And finally look at the psychopathological example, namely body dysmorphic disorder. И в конце я приведу пример из психопатологии, рассмотрю дисморфизм, телесный дисморфизм. My starting point is the polarity of subject body and object body. Итак, за точку отсчета мы берем полярность субъективного и объективного тела, проживаемого и материального тела. As it was conceptualized in the phenomenological tradition, especially by Merleau-Ponty. И то, как эти понятия были концептуализированы в феноменологической традиции, особенно у Мерло-Понти. The lived body or subject body is first the felt body, the subjective space of bodily sensations. Проживаемое тело или субъективное тело означает не только ощущаемое тело, субъективное пространство телесных ощущений. But it also comprises my pre-reflective experience as a whole, insofar as it is possible through the medium of the body, through its senses and movements. Но составляет мой дорефлексивный опыт в целом, в
той степени, в которой он передается посредством моего тела, его ощущений и движений. So I act through my body, I perceive and exist through it, but without explicitly reflecting on it. То есть я действую с помощью моего тела, воспринимаю и существую благодаря ему, через него, при этом эксплицитно не рефлексирую о нем. The corporal or the object body, on the other hand, is my body in as much as it can be observed, grasped, and also used as an instrument. Материальное или объектное тело – это мое тело в той степени, в которой оно поддается наблюдению, пониманию и использованию как инструмент. And the object body appears in particular in the experience of heaviness, fatigue, injury, of illness. Оно, в частности, проявляется при переживании усталости, тяжести, болезни или травмы. So that means whenever the lived body loses its taken for granted role and it becomes the obstinate or fragile body, the body which I have. Это происходит тогда, когда наше проживаемое тело теряет свою должную роль, которую оно играет в моей жизни, становится неподатливым, упрямым, хрупким телом, которым я обладаю. The body as object appears also in all kinds of clumsiness or awkwardness. For example, when we try to perform a certain movement that we have not mastered yet. Материальное тело проявляется в разных ситуациях неловкости и неуклюжести. Когда я пытаюсь произвести последовательность определенных движений, которые я еще не усвоил. So think of one of how ridiculous it may look if we try to perform a certain dance that we have never tried to perform. Например, вспомните, как это странно будет ощущаться и смешно выглядеть, когда мы будем пытаться танцевать танец, который мы еще не выучили, который мы еще раньше не танцевали. Then the body is no longer a medium, but rather a difficult tool that we have to handle. И тогда наше тело становится не посредником, а скорее неловким инструментом, которым мы еще не можем управлять. And third, the body as object appears finally in situations of exposure to the view of others. So when the body becomes an object for others, a body for others. И, наконец, проживаемое тело становится материальным, когда в ситуациях, в тех случаях, когда оно предстает перед глазами других, как оно становится тело для других, объект для других. So a corpo autrui, a body for others, is Sartre's term. Сартр называл это тело для других. So this is the case, for example, in shame, when we suddenly become aware of our blushing body in an embarrassing way. И это как раз происходит как в ситуации стыда, когда мы начинаем осознавать то, что мы краснеем, и от этого испытываем неловкость. And this is also the case in our self-conscious appearance, for example, in clothing, in makeup, and deliberate gesture, or also in the physical examination by the doctor, who also objectifies the body. Кроме того, это происходит, когда мы начинаем сознательно проявляться, подбирая себе одежду, косметику, отрабатывая какие-то специальные жесты или выражения лица, или же, например, во время осмотра врача, когда доктор объективирует наше тело.
So if we take all this together, the object body appears whenever a reaction or a resistance arises to the primary performance of the lived body. Таким образом, объектное тело или материальное тело возникает, когда что-то ограничивает или сопротивляется проявлению нашего проживаемого тела. And whenever our spontaneous bodily expressions are disturbed or blocked or objectified by an inversion of our attention upon ourselves, когда оно теряет свое дорефлексивное автоматическое соответствие окружающему миру, когда проявления нашего спонтанного тела нарушаются, блокируются или объективируются, когда мы перенаправляем наше внимание на себя. So the lived body means a constant outward movement directed to the world and participating in the world. Проживаемое тело означает постоянное движение вовне. Оно направлено на мир, на участие в этом мире. And the object body appears whenever this movement is somehow hindered or stopped. И объектное тело возникает тогда, когда этому движению вовне что-то мешает или оно останавливается. The object body appears whenever the lived body is thrown back on itself and is thus being objectified, or one could also say corporealized. Материальное тело возникает тогда, когда когда проживаемое тело обращается на самого себя, объективируется и, можно сказать, материализуется. So the body thus alternates in the polarity of being unnoticed or being conspicuous, of automatic performance or of interfering resistance, of being subject or being object, of being lived or being had. Таким образом, тело колеблется между двумя полярностями. Оно является либо незаметным, либо видимым, автоматическим проявлением и возникающим сопротивлением, субъектом и объектом, проживаемым телом и телом, которым мы обладаем. The body reveals the fundamental ambiguity of our existence, as Merleau-Ponty put it. Тело проявляет фундаментальную двусмысленность человеческого существования, как сказал об этом Мерло-Понти. Now, as I already said, the polarity of lived and object body is closely connected with intersubjectivity. Как я уже сказала, эта полярность проживаемого и материального тела неразрывно связана с интерсубъективностью. The body becomes an object particularly when it is seen by the other. Тело превращается в объект, особенно тогда, когда оно становится видимым другим человеком. And following Sartre's analysis, we can now look at more closely how the body is altered by the gaze of the other. Исследуя анализу Сартра, мы сейчас можем более подробно рассмотреть, как на тело влияет взгляд другого человека, как оно изменяется под взглядом другого человека. Now, if I see another person, I perceive her essentially in her gaze, which is directed towards the objects, like a ray. Когда я вижу другого человека, я ощущаю его или ее в первую очередь по ее взгляду, которая как луч направляется на объекты. I see her as the center of her gaze. Я вижу этого человека как центр этого взгляда. Now, if this gaze suddenly turns on me,
I'm suddenly caught, so to speak, in a force field, in a suction that attracts me, or in a stream that floods me. А когда этот взгляд вдруг падает на меня, то возникает, я себя обнаруживаю в своего рода силовом поле, которое всасывает меня или привлекает меня, или я чувствую себя в потоке, который меня переполняет, затапливает. So I'm torn out from the centrality of my lived body and become an object within another's world. Меня вырывает из центральной позиции моего проживаемого тела и превращает в объект в мире другого. The other's gaze decentralizes my world. Взгляд другого человека лишает центра мой мир. And this is why often when two people catch sight of each other, then a subtle fight of gazes begins, a fight for impact, power and rank. Именно поэтому нередко бывает, что когда два человека встречаются взглядом, между ними происходит такой своего рода борьба взглядов, борьба за влияние, силу, власть и за положение в иерархии. So primary, pre-reflexive bodiness doesn't know about itself. It is directed towards the outside from a hidden center. Дорефлексивно, изначально, телесность не знает ничего о себе. Она направлена на внешний мир из спрятанного, невидимого центра. Even my object body is not visible for me, or only visible in parts. And my face remains hidden from me, always in the back of my gaze, so to speak. Даже мое материальное тело я вижу только частями. Например, мое лицо остается скрытым для меня и всегда находится за моим взглядом. And it is by this blind spot that the other's gaze seizes my subject body. It grasps it and turns it into a scene, into a corporal body. И именно через это слепое пятно взгляд другого человека захватывает меня и превращает мое тело в реальное материальное тело. The gaze of the other makes me shrink to the size of my object body. And suddenly the experience of me here now arises. Взгляд другого человека, под взглядом другого человека мой мир, мое тело уменьшается до размера моего материального тела. Вдруг возникает опыт «я здесь сейчас». So once it is grasped by the other's gaze, the lived body has changed fundamentally. И как только мое проживаемое тело оказывается захваченным взглядом другого человека, оно фундаментально изменяется. From now on, it bears the imprint of the other. It has become a body for others, an object, a thing, also a naked body. С этого момента оно несет на себе след другого. Оно становится телом для другого, то есть объектом, вещью, голым телом. The other's gaze is able to reify, to objectify, or to corporalize my lived body.
взгляд другого человека может овеществлять мое проживаемое тело, делать его материальным. And this applies certainly not to the warm, to the welcoming, or to the loving gaze. Речь идет, конечно, не о теплом, дружелюбном, любящем взгляде. But it applies to the objectifying, the cold, the contemptuous, or also the voyeuristic gaze. Речь идет о объективирующем, холодном, рассматривающем, пренебрежительном и подглядывающем взгляде. It throws the person back on her own body. It seizes, it captivates, it subjects her. Человек оказывается отброшен на свое тело. Этот взгляд захватывает, пленит и покоряет человека. Now this inversion of my primary direction of experience is connected with reflection and with self-consciousness. Такое перенаправление опыта связано с рефлексией и самосознанием. The mirror in which the lived body appears as object body is the paradigm for the external aspect of myself. And this external aspect is internalized as reflection, as self-reflection. Зеркало, в котором проживаемое тело отражается как материальное, является парадигмой для нашей внешней стороны, которая, в свою очередь, интернализируется как отражение или как рефлексия. So the mirror represents the perspective of the others on my body. Зеркало представляет собой взгляд на мое тело других людей. And by taking over this perspective on myself, the other's perspective, self-consciousness emerges. И когда я перенимаю это видение меня, этот взгляд на меня других людей, возникает самосознание. And an essential step in this process is marked by the development of shame, which is only possible in the second year of life. И важный шаг в этом процессе отмечается формированием стыда, который возникает только во второй год жизни ребенка. And here we would arrive at the phenomenology of shame, but I'm not sure if we should start with this because we're already over. We're already at 7:30, but this will be another chapter, so to speak. Or perhaps would be a good place to start. Or if there are questions, then we could, of course, have one or two questions. Здесь мы подходим к рассмотрению феноменологии стыда, но возможно, это хорошее место, на котором стоит сейчас остановиться. Но если, поскольку у нас уже не хватает времени, но если у вас какие-то есть вопросы, конечно же, я на них отвечу. На 1-2 вам сказал. Well, if that's not the case, then I think we can close. Если вопросов нету, то тогда давайте на сегодня